Привет, Арми. На недавнем концерте Мингю и КПС Чингук сразу же покорил публику. Он выглядел абсолютно очаровательно, с блестящими глазами и очаровательной улыбкой, которая, казалось, распространяла счастье по всему залу. Его образ в тот вечер был идеально продуман. Простой, но стильный наряд, идеально пропорциональный силуэт, а татуировки добавили ему уникальности и неповторимости. Но прежде всего, самое прекрасное в Чингуке – это его улыбка, излучающая искренность и счастье. Чингук известен своей теплотой и чуткостью, он хороший друг, тот, кто понимает других и всегда проявляет искренность. Несколько часов назад в новом ресторане барбекю были выставлены автографы Чингука рядом с автографами КПС, Мингу, Вернона и продюсера Сабомджу. Их видели посещающими ресторан перед его официальным открытием. Этот момент еще раз продемонстрировал неизменную сторону Чингука. Он всегда поддерживает своих друзей в новых проектах и находит время быть рядом в важные моменты. Этот жест отражает его щедрость и преданность, подавая положительный пример многим молодым людям, которые на него равняются. В последнее время вновь всплыли различные слухи, в которые вплеталось имя Чингука, часто без видимой причины, просто из-за его дружбы. Важно помнить, что Чингук и окружающие его люди – это разные личности, дружба не должна быть предметом чрезмерных спекуляций. Чингук не виновен в предположениях, сделанных посторонними, и для фанатов уважение этой границы – самая искренняя форма поддержки. Отношения между Чингуком и Тэхёном часто рассматриваются как пример крепкой и значимой связи, сформировавшейся со временем, благодаря общему опыту и взаимному уважению. Многие фанаты видят эту близость в простых моментах: мимолетные взгляды, синхронизированный язык тела и небольшие, многозначительные жесты. Все это, конечно, точка зрения фаната, форма признания динамики, наблюдаемой на публике. Тэхён и Чингук известны своим уникальным способом общения, часто без слов, но с глубоким смыслом. Даже в толпе их взгляды часто кажутся связанными, словно между ними существует некий безмолвный язык, понятный только им. Эти взгляды передают тепло и комфорт, словно разговор может происходить только через глаза. Эти небольшие моменты показывают, как они понимают друг друга без необходимости в излишних объяснениях. Интересно, что спустя столько лет, каждый раз, когда они смотрят друг на друга, многие фанаты испытывают те же эмоции, что и в начале. Иногда взгляд очевиден, иногда он более тонкий и скрытый. Однако взаимное понимание остается ощутимым, это форма связи, которую не всегда нужно демонстрировать открыто. Все это зависит от интерпретации фанатов, от того, что они чувствуют, наблюдая за этими взаимодействиями. В наши дни Тэхён и Чингук кажутся более закрытыми в своих публичных моментах, но это не значит, что основа их отношений изменилась. Тем, кто следил за их отношениями на протяжении многих лет, ясно, что близость не обязательно должна постоянно демонстрироваться, чтобы оставаться значимой. Зрелые отношения часто развиваются тихо, подобно дереву с крепкими корнями, способному выдержать любую ситуацию. Самый восхитительный аспект динамики отношений Тэхёна и Чингука – это их способность адаптироваться, не теряя при этом той сути, которая делает их отношения особенными. Они развиваются естественно, подстраиваясь под время и обстоятельства, но при этом остаются подлинными. Иногда это видно всем, иногда это просто тихое пространство для них двоих. В мире, где многие отношения чрезмерно разрекламированы, именно этот баланс делает их связь уникальной. Дело не в том, как часто это демонстрируется, дело в постоянном уважении, доверии и искренности. Для фанатов поддержка сочувствием, уважение к их выбору и восхищение их путем – это самая зрелая и значимая форма любви. За долгий путь к славе Чингук и Тэхён, несомненно, выросли не только как артисты, но и как личности. Каждый этап жизни приносит новые вызовы, ожидания публики, рабочее давление и личные перемены, требующие эмоциональной зрелости. Многие поклонники видят, как им удается сохранять баланс. Они не спешат ничего доказывать и не стремятся объяснять каждый свой шаг.
То, что часто видно на поверхности, лишь малая часть всей истории. Короткий момент на сцене, фрагмент взаимодействия или взгляд, запечатленный на камеру. Однако для тех, кто спокойно следит за этим путем, становится ясно, что крепкие отношения не всегда проявляются в броской форме. Именно в тишине, во взаимном уважении к личному пространству друг друга, раскрывается истинная зрелость. Здоровые отношения не всегда громкие, иногда они существуют в тишине, в доверии, которое не нужно проверять ежедневно. Чингук и Тэхён, кажется, хорошо это понимают. Они идут в ногу со временем, адаптируясь к обстоятельствам, не теряя взаимного уважения. Именно поэтому, несмотря на меняющуюся интенсивность их публичных проявлений, многие поклонники по-прежнему находят в них утешительную стабильность. Как публичные личности, каждое их действие часто интерпретируется, часто преувеличивается, иногда неправильно истолковывается. Но под всем этим они остаются людьми, имеющими право решать, как им жить, с кем делиться своим временем и насколько они открыты миру. Уважение к этим решениям не означает дистанцирование, это самая искренняя и зрелая форма поддержки. Настоящие фанаты — это не те, кто бесконечно требует объяснений, а те, кто доверяет, уважает и дает пространство. Поддержка не означает контроль, любовь не означает обладание. Понимая это, фандом может стать более здоровым пространством, местом, где эмпатия преобладает над предположениями, а уважение — над чрезмерным любопытством. Чингук и Тэхён по-своему показали, что отношения любого рода могут процветать без постоянной демонстрации. Ценность заключается в простоте, сила в выборе молчания, когда мир требует голоса. И, возможно, именно в этом и заключается красота. В конце концов, остаются не слухи и не домыслы, а следы пути, которые они прошли за эти годы. Путь, полный упорного труда, единения и процесса взросления, который не всегда был легким. Как и RMY, мы можем быть частью этого пути позитивным образом, поддерживать, не осуждая, восхищаться, не требуя ничего, и любить безусловно. Потому что настоящая любовь не шумная, она тихая, постоянная и понимающая. И в этой тишине Чингук и Тэхён продолжают свой путь, а мы стоим рядом с ними, не для того, чтобы руководить, а чтобы сопровождать.